Главной проблемой для России сейчас может стать провинциализм, который ей навязывают извне и который она почему-то начинает принимать. У России появляется воля и смысл только тогда, когда она пытается решать глобальные проблемы. Это так и никак иначе. Когда сегодня пытаются все силовые поля российской политики перенаправить в сторону обсуждения вчерашней прогулки по Бульварному кольцу, это не просто смешно, это опасно. Россия сейчас может выйти из внутреннего закольцовывания только одним способом, начав принимать активное участие и ключевое участие в мировых делах. Что такое ключевое участие? Это способность открыть некие двери, которые нельзя открыть просто при помощи силы или при помощи решения, что тебе их открывать не надо. Сегодня в мировой экономике, мировой политике существует большое количество первых вариантов решений и вторых вариантов решений. Открыть дверь силой или сделать вид, что тебе эту дверь открывать не нужно. Но на самом деле количество противоречий, которые накопились в мировой экономике, мировой политике, сегодня таково, что есть двери, которые открывать нужно, которые открывать силой не получится, и значит нужны некоторые ключи. Ключи есть у нас. Мы одна из тех цивилизаций, которая не нуждается в том, чтобы идти за потерявшим волю Западом или интеллектуально немощным Востоком, потому что имеет свои рецепты соединения воли и интеллекта, духовного и так называемого мирского. Никакого мирского нет, все духовное, и в то же самое время все проблемы мира имеют отношение к духовности, но об этом чуть ниже в виде ответа на некоторые реплики я скажу. У нас есть потрясающий исторический опыт, который на самом деле может стать тем самым ключом, который позволит открыть двери, наглухо закрытые перед всеми известными нам попытками разрешить мировые противоречия. Нам нужно, наконец, поставить перед собой серьезные глобальные цели, которые ставить многим не хочется, потому что люди, отвыкшие от стратегического мышления, привыкли 20 лет заниматься только мелкими, провинциальными, по сути, вопросами. Нам нужно не просто вступать в ВТО, а с самого начала пытаться подумать о том, как поучаствовать в проблеме распределения власти. ВТО – это старая проблема, в которой слово «Россия» очень многие ждут, те же возможности влияния на принятие решений, которые узурпированы странами-донорами, и, конечно, в данном случае это имеется в виду западные страны. Нужно пытаться эту систему попробовать оспорить вместе с большинством населения Земли, принятие решений в международных организациях, параметры вмешательства в жизнь тех или иных стран, в том числе военного вмешательства, легитимность этого вмешательства, его идеологические предпосылки. Вот все это сегодня области, в которых ждут очень потенциально сильного российского влияния. Нам нужно сейчас не бояться это влияние обозначить. Нам нужно сейчас не бояться становиться центром Евразии, о чем было сказано в речи президента в момент церемонии его вступления в должность. Нам не нужно бояться бросить вызов той же Западной Европе, сказать, что Европа сегодня это не Париж, Лондон и Брюссель, а это Москва, Киев и Минск. Именно они наследуют той традиции, которая создала Европу, то есть традиции соединения римского права и христианского нравственного идеала, традиции Юстиниана, традиции Константина, без которой Европа потеряет себя, и значит, мы должны попробовать перенести центр Европы из самопровозглашенного центра в центр, который имеет некий потенциал легитимности. Все это может звучать как отвлеченные идеи, но как только они будут выражены в конкретных политических действиях, в России все изменится, в России появится воля. Воля, которой сегодня не хватает именно из-за того, что нет настоящих задач. Борьба Поклонной с Болотной – это не настоящая задача. Даже как и борьба с известной группой, которая устроила
некое действие в храме Христа Спасителя. Я понимаю, что на самом деле и религиозно-политические дискурсы, политические дебаты у нас сегодня концентрируются вокруг достаточно смешных тем, подкинутых, очевидно, навязанных, очевидно. Но это не значит, что от этих тем нужно отказываться. Нам предложили высказаться, давайте будем высказываться, пытаясь из несерьезного разговора перевести ситуацию в область серьезного разговора, в котором на самом деле у многих из нас есть что сказать. Относительно роли церкви я не очень понимаю, почему спрашивают меня. На самом деле ведь церковь в большинстве своем это не священнослужители, это миряне. Это главы государств, не только России, это политики, это предприниматели, это публицисты, это интеллектуалы, это рабочие, это крестьяне. И когда нам пытаются сегодня сказать о том, что церковь должна быть где-то там, вот, Михаил Геннадьевич, я очень вас люблю, очень уважаю, все ваши передачи у нас дома слушают, но нам нужно с вами немножко побольше поговорить о терминах и о terms and conditions. На самом деле церковь – это не град Китеж, о которой лучше бы не всплывал, как некоторые скажут, или, может быть, пусть когда-то всплывет, как скажут другие, когда-нибудь пригодится. Церковь, конечно, это место, где утешают людей, но это одновременно и место, где пробуждают народную совесть, где стремятся пробудить волю людей к жизни, к действию. Человек плохой христианин, если он только молится. Это путь избранных, путь монашествующих, путь отшельников. И даже встав на этот путь в конце жизни, они приходили к учительству, то есть к объяснению людям, как жить. Человек плохой христианин, если он только размышляет. Он должен молиться, размышлять и действовать. И именно поэтому церковь, состоящая не только из духовенства, но и из духовенства, монашествующих, иерархов и мирян, должна быть везде, должна говорить обо всем. И это как раз ее естественная роль в обществе. Она не должна быть органом власти. Вот я принципиально против этого выступаю все 20 лет, что я занимаюсь работой над социальной доктриной Русской Православной Церкви. Церковь не должна быть частью государственного организма, у нее не должно быть властных полномочий, у нее не должно быть силовых собственных структур, но она и не должна быть заключенной в гетто, в котором люди говорят о чем-то отличном от вещей, волнующих большинство народа. Поэтому церковь, конечно, будет говорить и о состоянии общества, и об общественной нравственности, и о законах, оценивая их с нравственной точки зрения, и об экономике, и о политике. Правительство будет техническим, а не политическим. Собственно говоря, это уже сейчас можно понять по тому, что назначен явно технический премьер-министр. Я в данном случае не согласна с многими моими единомышленниками по оппозиции, которые склонны приписывать Медведеву чуть ли не либеральное фронтменство, да, и мне кажется, что действительно правительство под его руководством будет крайне техническим и крайне слабым. Вполне возможно, что разделят несколько ведомств, которые сейчас представляются супер, там, мега, гигаведомствами. Вот. Вполне возможно, что многие действующие министры либо сохранят свои посты, либо возглавят какие-то части вот от этих разделяемых министерств, включая, собственно говоря, и тех лиц, на которых общество идиосинкразия. То есть, ну, все фамилии понятны, не будем развивать, так сказать. Есть так называемые министры-аллергены, я вполне допускаю, что они сохранятся в будущем правительстве в том или ином качестве. Вот, то есть каких-то особых принципиальных политических новостей я не жду. Вот, именно поэтому интересно, наверное, поговорить не о фамилиях, не о каких-то персональных назначениях действительно, а вот именно о тенденциях, которые нас ожидают. Ну, прежде всего, мне кажется, что слабость грядущего правительства связана как с внутренними, так и с внешними факторами, потому что нас ожидает новый виток мирового экономического кризиса, который календарно выпадет как раз вот на осенне-зимний период.
Вот. С точки зрения развития нашей внутренней экономической ситуации нас ожидает летнее повышение тарифов и, соответственно, изменение вот экономической конъюнктуры вот в эту сторону. Вот. Ну и как бы уже первые шаги, состоявшиеся, да, новой власти, они говорят о том, что, в общем, никакого пересмотра концептуального экономической политики нас не ждет. Вот. По-прежнему закручивание социальных гаек, ликвидация каких-то социальных, так сказать, достижений и преференций.